Решение Европейского суда по правам человека в самой что ни на есть категорической форме, потребовавшего, чтобы Россия в обязательном порядке легализовала у себя категорически неприемлемые в рамках традиционных ценностей нашей страны однополые союзы, ни в коем случае нельзя назвать неожиданным. Как, впрочем, и резко негативную реакцию на эту, будем откровенны, предельно нахальную и изначально провокационную претензию, немедленно последовавшую со стороны представителей отечественной власти различных уровней. В связи с этим возникает вполне закономерный вопрос, зачем все это делалось и делается? Для более или менее понимания причин происходящего следует прежде всего вспомнить о том, что демарш ЕСПЧ в отношении России – лишь часть намного более широкой кампании, как раз сейчас проводимой в рамках Европейского Союза, да и не только его одного. Понятно, что ведущиеся при этом разговоры о защите прав человека, универсальных ценностях и тому подобных вещах в расчет принимать ни в коем случае не стоит. В этой игре совсем другие ставки и совершенно иные цели. Права человека в вольной трактовке. Дело в том, что имеющий резиденцию в Страсбурге Европейский суд по правам человека вдруг принялся печь решение в пользу лиц нетрадиционной ориентации с той же сноровкой, что хороший кондитер, горячие пирожки. Возникает ощущение, что в отношении протаскивания их легализации в законодательство самых разных стран включен какой-то чудовищный конвейер. Вот только кто и зачем его запустил. Через несколько дней после принятия судьбоносного решения в пользу отечественных голубеньких ЕСПЧ вынес в точности такой же вердикт по делу, основанному на жалобе их коллег из Италии. Тех тоже, понимаете ли, ущемляли в правах, и при попытке каким-либо образом узаконить их, извините за выражение, отношения вместо совет да любовь говорили совсем другие слова. Ничего удивительного, Италия одна из немногих стран Старого Света, где христианство, основанные на нем традиции и нравственные устои сохранили более или менее твердые позиции. Как-никак Святой Престол главы католической церкви расположен все-таки в сердце этой страны, пусть Ватикан и является де юре отдельным от нее государством. Оттого и разных нетрадиционалов там совсем не привечают. А кроме того, по итальянскому законодательству, в точности как и по нашему, семьей может считаться исключительно союз мужчины и женщины, а не кого попало с кем или чем попало. На это крючкотворы из Страсбурга возразили, что Рим такими вот замшелыми и дискриминационными правовыми нормами злонамеренно нарушает не что иное, как Конвенцию о правах человека, основополагающий документ для Совета Европы, судебным органом которого, собственно, и является ЕСП части вернее, конкретно статью 8 этой самой конвенции. Вот только это самое настоящее шулерство и подтасовка. Упомянутый документ, действительно важный, всеобъемлющий и весьма основательный, принимался в 1950 году. То есть в те времена, когда вынесший сейчас всему Западу мозг толерантности, никто еще и слыхом не слыхивал, а всяческие, да к черту толерантность. Всяческие извращенцы сидели, как им и положено, тише воды, ниже травы, и ни о каком признании собственных вывихов нормой, а уж тем более об их агрессивной пропаганде, даже и помыслить не могли. В той самой статье 8 Конвенции, ссылаясь на которую ЕСПЧ и принял свое решение, четко сказано, что вмешательство государства в семейную и частную жизнь является недопустимым. Однако же имеются и оговорки, принцип этот может быть нарушен в интересах национальной общественной безопасности, для защиты здоровья и морали, а также с целью защиты прав и свобод других лиц. Вот именно с этого места в дело как раз и вступают те самые пресловутые двойные стандарты современного западного общества, руководствуясь которыми оно уже докатилось до черт знает чего. В Страсбурге считают, что национальной безопасности и безопасности общества распространение в нем радужных взглядов нисколько не угрожает. Ну, воля ваша, господа европейцы, но что же вы тогда вынуждены в своей армии рекрутов чуть ли не силком тащить? Не от того ли, что молодежь ваша на гей-парада бежит куда охотнее, чем в родину защищать? Ну, что касается морали и здоровья, тут, по-моему, и обсуждать нечего. Стопроцентное основание для того, чтобы поставить надежный заслон на пути радужных к легализации и признанию их нормальными. А что касается последнего пункта, то как прикажете быть с правами и свободами тех миллионов россиян или итальянцев, для которых извращенная любовь категорически неприемлема и отвратительна? Как насчет их права на то, чтобы оградить собственных детей хотя бы от ее навязчивой пропаганды? Еврогейский союз становится реальностью?
Самое замечательное, что чуть раньше, вынося аналогичное же решение относительно России и обвиняя ее в нарушении все той же 8 статьи Конвенции, ЕСПЧ в своем вердикте заявил, что неприятие абсолютным большинством граждан нашей страны извращенных ценностей ЛГБТ ни в коем случае не может служить основанием для ущемления тех, кто их исповедует. Мол, меньшинство не обязано подчиняться большинству. Позвольте, но вы ведь от нас именно этого и требуете. Да и не только от нас одних. В настоящее время, в частности, руководящими органами Европейского Союза разворачивается кампания преследований и травли против Венгрии. Власти этой страны нашли в себе смелость принять закон, аналогичный российскому, о категорическом запрете пропаганды разнообразных радужных отклонений среди детей и подростков. И что же? Европейская комиссия уже готовит целый ряд мер по наказанию Будапешта, а глава этого органа Урсула фон дер Ляйен, назвавшая направленный на защиту детей венгерский нормативный акт позором, открыто говорит о том, что если он не будет отменен, страну ожидают серьезные санкции. Это ли не стремление подчинить непокорное меньшинство, остающееся в здравом уме и твердой памяти, и пытающееся отстоять традиционные ценности, воля давно уже слетевшего с катушек агрессивного и злобного большинства, пытающего насильственно обратить в свою веру всех и каждого, действовать при этом сторонники радужных ценностей, пытаются не мытьем, а катанием, употребляя не только открытые принуждения, шантаж и угрозы, но и хитрость. Что от России, что от Италии законники из ЕСПЧ требуют узаконить, если не однополые браки, то хотя бы союзы извращенцев, найдя иную форму в рамках законодательства страны, с учетом социального и культурного контекста. Ну уж воистину, что совой об пень, что пнем по сове. Перед нами эдакая вкрадчивая и вроде бы мягкая попытка заставить защитников традиционных ценностей отступить даже не на шаг, а на полшажка, поступившись вроде бы самой малостью собственных принципов. Ну что вам стоит право? Никто же не требует женить голубеньких или каких-то там еще по всем правилам в ЗАГСе или, прости господи, в церкви венчать. Не хотите, так и не надо. Вы их просто уравняете в правах с людьми нормальными, и достаточно. Пока достаточно, к счастью, каждому из наших соотечественников известна поговорка «коготок увяз, всей птички пропасть», а также детская сказочка про лисичку со скалочкой. Вот пусть и таких лисичек непонятной ориентации в сенях переночевать, враз без крыши над головой останешься. Стоит сделать малейшую уступку, и, глядишь, скоро уже нормальные люди окажутся меньшинством. Вот только их права никто отстаивать уже не будет, ни в Страсбурге, ни в Брюсселе. Европа сегодня вольна творить, что ей вздумается, сходя с ума как ей угодно. Никого уже не удивляют новости, вроде отказа одной из крупнейших мировых авиакомпаний Люфтганза от обращения дамы и господа, поскольку оно может смертельно обидеть этих самых. Ну, вы поняли кого. Или введение в британском правительстве с большой помпой архиважной должности спецпредставитель по вопросам прав ЛГБТ-сообщества. На нее, между прочим, назначен самый настоящий член Палаты лордов, взаправдошний сэр. Сэр Гей, ага. Господа британцы, немцы, голландцы и прочие могут дурковать сколько угодно. Желаете вы рождаться, вымирать, уступая свою землю представителям народов, ваши свихнутые ценности не разделяющих, ваш выбор. Вот только не надо пытаться тащить по тому же пути в преисподнюю всех остальных. Нельзя не упомянуть о том, что у недавних решений ЕСПЧ, принятых словно бы под копирку, есть одна прескверная особенность. Дело тут в том, что данный орган работает по англосаксонскому юридическому принципу прецедентному. Если кто не знает, поясню, означает это, что каждый его вердикт, принятый по тому или иному важному вопросу, становится как бы шаблоном для разрешения всех аналогичных дел. А ведь в юрисдикцию ЕСПЧ де юре входят все страны, являющиеся действующими членами Совета Европы, а не только входящие в ЕС, то есть и наша страна, и, допустим, Украина, Армения, Азербайджан. Да и Турция, кстати, тоже. Уж и если в Литве из кожи вон лезущий, чтобы соответствовать общеевропейским стандартам и ценностям, решение ЕСПЧ об обязательности признания однополых союзов категорически отвергли. Спикер тамошнего Сейма Ларета Граужинени заявила, что литовское общество для такого прогресса пока еще не созрело, то что будет в той же Венгрии, весьма патриархальной в отношении морали Польши или православной Греции. О мусульманской Турции и говорить нечего. Судебные решения, направленные на то, чтобы принудить их принять неприемлемое,
могут оказаться миной замедленного действия, заложенной под саму идею объединенной Европы, причем страшной разрушительной силы. Ни для кого не секрет, что резко активизировавшееся сегодня наступление под радужными флагами координируется, прежде всего, теми глобалистскими силами, которые взяли верх в Соединенных Штатах, да и не только там, а практически везде на Западе. Цель здесь — создание из всего человечества некой безликой массы, разве что не серой, а переливающейся всеми возможными цветами. Толпы биологических организмов без веры, без морали, без родины, без семьи, а в конечном итоге и без пола. Такой толпой, которую, по большому счету, будь составлять уже не люди, а попросту существа управлять, конечно, будет не в пример легче, чем личностями, имеющими какие-то убеждения и ценности. Россия сегодня стоит на переднем крае противостояния этим жутким планам и будет стоять. Единственное место в ней, где может развиваться радужный флаг, это фасад посольства США. Вот там ему самое место.